Привет всем любителям дорам! В этом видео я хочу поговорить о японской дораме «Для тебя во всем цвету непостижимый рай», который является экранизацией манги. В закрытой школе для мальчиков Осака Гакуэн появился новый ученик, приехавший из Америки, Асия Мисуки, который на самом деле является девушкой. Причиной такого перевоплощения стал один из учеников школы, спортсмен Сана Изуми, который когда-то в Америке, спасая главную героиню от бандитов, получил травму ноги, после чего забросил спорт. Узнав это, девушка никак не могла смириться с этим, обвиняя себя в его бедах, и поэтому решила перевестись в школу своего спасителя и помочь ему вернуться в спорт. Но это оказывается не так просто, так как главный герой полностью отчаялся и не хочет возвращаться к прежней жизни и совсем не рад своему новому однокласснику и соседу по комнате, не подозревая, что рядом вовсе не парень, а девушка. Естественно, девушке приходится тщательно маскироваться, чтобы никто ничего не заподозрил. Однако главный врач школы все-таки сразу раскусил девушку, но, послушав ее историю, он решил никому ничего не говорить и, наоборот, помогать девушке выкрутиться из различных ситуаций, так как если бы кто-то узнал, то это грозит исключением из школы. Жизнь в общаге для мальчиков проходит очень весело. Постоянные соревнования, состязания, дружный коллектив. Главной героине приходится по душе. Она быстро вливается в этот коллектив, быстро находит себе там друзей, одним из которых является футболист Накацу, который потом влюбляется в нее, посчитав, что он, наверное, голубой, раз влюбился в мальчика, так как он не подозревает, что это вовсе не мальчик, а девочка. Довольно было смешно за этим наблюдать. Но сердце главной героини принадлежит все-таки своему спасителю, из-за которого она оказалась в этой школе. Ей придется очень долго уговаривать его вернуться к спорту, постоянно натыкаясь на отказы и грубые ответы. Но, тем не менее, в конце концов она смогла растопить его холодное сердце и вернуть к тренировкам и прежней жизни. Главный герой довольно быстро узнает, что его сосед – это девушка, но никому не говорит, чтобы девушку не исключили из школы. Естественно, после того, как он это узнает, отношение его к своему соседу меняется. Естественно, факт того, что сосед не парень, а девушка, сказывается на этом, и постепенно они сближаются, и у него появляются теплые чувства к девушке. Дорама очень интересная, сюжет развивается динамично, много ярких моментов, очень много смешных моментов. Можно сказать, что это дорама комедийного жанра. Отличный актерский состав. Агури Шун, Икута Тома, Хорикита Маки, Ямамото Юски, Мидзусима Хиро. Очень звездный состав у этой дорамы. Кто смотрит японские дорамы, кто смотрел, я думаю, в принципе, эти имена для вас тогда знакомы. Очень звездный состав у этой дорамы. Каждый сыграл на отлично. Тут кого-то выделить, что кто-то лучше сыграл, а кто-то хуже сыграл, просто невозможно. Это один из тех редких случаев, когда смотришь дораму и запоминаешь буквально каждого героя, даже вот во второстепенной роли. Очень такой вот состав актерский просто супер. Одна из моих любимейших дорам. Очень легкая дорама, смотрится на одном дыхании, намного лучше корейской версии, хотя сперва я посмотрела корейскую версию, а японскую позже. Но сразу скажу, корейская и рядом не стоит. В корейской главная героиня и главный герой, вообще ни о чем. Они какие-то вялые, какие-то скучные, какие-то, вообще ни рыба, ни мясо, скажу так.
И сюжет не так смешно, как именно в японской. Поэтому японская версия, она самая лучшая, самая смешная, с самым лучшим актерским составом. Так что, кто хочет отдохнуть, посмеяться от души, советую эту прекрасную дораму. Думаю, вы не пожалеете. Потом не забудьте написать в комментариях о своих впечатлениях от данной дорамы. Очень будет интересно почитать. Ну что ж, я вроде бы все сказала, что хотела. Всем пока, всем удачи!